Всем привет, друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. И если вы еще ничего не поняли, то давайте я попробую вам сейчас все объяснить, что происходит. Значит, я нахожусь на трассе Одесса-Измаил. И у меня сейчас маленький перекус. В общем, как я здесь оказался? Сделал для себя, так сказать, небольшое испытание. С трассы пройти до своего дома. Тот, кто меня знает, тот понимает, о чем я говорю. То есть пройду от Суворова, то есть еще не доходя до Суворова, то есть трасса. Вот от трассы до Суворова, от Суворова уже домой. Это приблизительно 18 километров. Вот, меня уже высадили. Вот мой рюкзак. Вот такая здесь остановка, эхо такое. Вот, я делаю себе перекус, банан, завтрак у меня и, в принципе, выдвигаюсь. Вот так. Ну, по идее, буду включаться по дороге, потому что, в общем, все. Так, ну что, друзья, начал я свой путь. Вот там осталась трасса Одесса-Измаил. Ну, а у меня впереди... Может быть долгий путь, может быть нет, я не знаю, я испытываю сам себя. И меня никто не заставлял, я просто решился на это сам. Я просто в какой-то момент захотел это сделать, я захотел это почувствовать. Мне надоело смотреть на жизнь со стороны, мне хочется участвовать в ней. Но участвовать в ней, будучи только свободным. Иначе все попытки быть счастливыми будут тщетны, если мы не будем свободны. Поэтому я выбираю этот путь и, собственно, иду. Каким я буду после, не знаю даже я сам, и никто не знает. Только путь покажет, кто ты есть на самом деле и каков мир есть. Он открывает тебя с другой стороны. Дорога помогает идущему, а идущий, в свою очередь, должен направлять мысли на позитив, на зарядку хорошей энергии, для того, чтобы воплощать ее в жизнь, в реальность, ту, в которой мы сейчас находимся. И делать счастливым себя и вокруг окружающих. Стабилизации у меня нет, но это не страшно. Зато смотрите, какая красивая природа здесь. Это вам не город. Коровки. Николаевич всегда мечтал корову погладить. Николаевич, не бойся гладить. В принципе, ничего страшного в этом нет. Они не кусаются, как собаки. Мы-то с тобой знаем. Вот такая у меня дорога. Такая прекрасная здесь равнина, холмы, овраги. Ну, в общем, все как я люблю. А я пошел. Немного уже согрелся, поэтому решил все-таки раздеться. У меня был какой-то план, и я его придерживался. Но соблазн, который хотел меня на свою сторону переманить, а именно заключался он в том, чтобы не заходить в само село, а пойти немножко по полям. Но так как я построил себе маршрут, я иду строго по маршруту через центр села, а потом уже по полям. Поэтому вот так. У меня все классно, движемся дальше. Мысли есть. Друзья, позади меня всем известное озеро Котлабух или Котлабух. Ну, не всем известно, я не знаю, людям, которые знают. Кто не знает, тот не знает. Или тот, кто знает, тот знает. Вот так уходит туда трасса Одесса-Измаил. Покажу вам. Вот это озеро Котлабух. Большое озеро по сравнению
с озера Китаем, то да. Ну так. Башня водонапорная, наверное. Собственно, иду. Можно было в эту улочку. Соблазн, как говорится, не дремлет. Но, тем не менее, я направляюсь прямо, как и запланировано было у меня, через центр. Вот, поэтому вот так. Тут такой старый значок с заправки. Интересный. Хотел бы, чтобы у меня в гараже был такой значок. Ну, не значок, а табличка просто. Вот сейчас я покажу вам. ГАЗ. Ну, если бы это было штатское, да? 100 метров. Где-то там. В кукурузе, наверное. А вот в сторисах в инстаграме выставлял я по поводу этого дерева информацию. Забыл уже, как оно называется. Ну ладно. Продолжаем идти. Пес. На низком ходу. Пес. Пес не хочет общаться. Да и я, собственно, тоже что-то на разговор не силен пока. Не разговорился. Интересные виды, классные. Золотая осень. Ну, еще не в полной мере, так сказать. Но уже начинается. Еще не самый пик. Но это чувствуется. Покажу сейчас вам озеро и стадион. При въезде в село. Какие камыши тут. Сейчас автомобиль позади меня проедет. Чтоб не маячить. Лишний раз камеры перед ним. Вот, друзья. Вот так это выглядит. На самом деле свобода, красиво. Вот бесконечность. Вот чувствуется бесконечность. Потому что за холмом это все дальше. И кажется вот такая интересная равнина. На самом деле это все бесконечность. Просто сейчас в данный момент мы можем увидеть только определенный кусочек. Но в сравнении с городом, конечно же, ты можешь здесь видеть больше. И твое зрение, твоя дальнозоркость, охотничья дальнозоркость, так сказать. Сегодня у меня многовато, да? Слов паразитов. А может, это не паразиты, не знаю. Вот. Но дальнозоркость, она нужна. Вы понимаете, что сейчас тенденция к компьютерам, да, вот сидящий образ жизни. И глаз постепенно забывает, что такое смотреть вдаль. Поэтому многие в очках, потому что компьютеры, телефоны, постоянно втыкаешь во что-то, телевизоры, в общем, гаджеты. Но природой задумано, чтобы мы видели далеко. Это наш основной способ выживания. Один из основных способов. То есть видеть далеко, как охотник. То есть дальнозоркость — это одна из базовых систем навигации нашего организма. Вроде бы ноги не заплетаются. Нормально. Вот дохожу до поворота. В принципе, вхожу в село. Сейчас по центру пройдусь. Там уже за селом начинается раздолье. Раздолье полей. Вот так. Улица Болгарская. Интересно. По-своему интересно. Ну что, подхожу к самому центру села, друзья. В общем, есть такое кафе «Релакс». Кому надо расслабиться, поймать релакс. А вот я еще орех нашел. Будем пробовать его чуть-чуть попозже, что-то у меня уже ноги заплетаются на самом-то деле. Да, экипировка у меня, кто-то скажет, возможно, не подходящая, но в целом это все как бы удобно. Понятно, что на самые дальние путешествия это возможно будет невозможно, а точно это будет не очень комфортно. Но в целом сейчас я чувствую себя нормально. Поэтому как бы, чтобы лишние вещи с собой тоже не таскать.
приходится делать какой-то минимализм для самого себя. Но Алексея вещи, некоторые Алексей, туфли, спальник, ну в общем не спальник, а матрас. Тоже его несу, кстати. Приду домой и замерю вес. Сколько же рюкзак все-таки у меня весит. Вот. Поэтому вот так выглядит центр села Суворово. Ну а я направляюсь все время прямо. Давайте. Друзья, не мог не снять этот объект. Ну, он должен все-таки войти в эту историю этого фильма, этого видео. Вот такой вот универсам под названием Европа. Ну, буковки R там нет, но я вам хочу сказать, что Европа у нас здесь. Нам идти никуда не надо входить, не выходить. Мы здесь, мы тут. Трактор Т-16, попрошайка еще в народе его называют. Поехал. Двухцилиндровый. Не знаю, как у них там в Европе. У нас здесь хорошо. Вот так. Кто-то мне говорил, что здесь арка любви. Вот так она выглядит. Ну что, друзья, я думаю, пора пройтись все-таки, попробовать себя. Так сказать, 30 лет. Хотя, возможно, не надо. Ну, я попробую. Не то, чтобы я горю желанием или там бегаю за кем-то. Почему бы не пройти? Все-таки интересно. Украинские ленточки. Да, это красиво. Атмосферно на самом деле здесь. Атмосферно красиво. Вот такой рисунок. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Что это у нас? Детский сад какой-то. Очень на это похоже. Смотрите, какие рисунки. Прекрасно. На это можно смотреть долго. Вот раньше было воспитание, да? Не то, что сейчас. Ну, сейчас мы подойдем с этой стороны и посмотрим, что это. Тут какая-то вывеска. Ну, это дом молитвы. Не знаю. Дом молитвы. Я пойду отсюда потихоньку. А вот дом культуры. Вот никогда в Суворово не был в доме культуры. Да. Ну, выглядит симпатично. Лавочки. Классно, красиво. Мне нравится. Селище Суворово. Да. Как бы оно там не было. Как бы там ни было, мы здесь и сейчас. Я иду. Лакост. Я не понял. Когда за рекламу деньги придут? Кстати, эту футболку подарил мне Евгений Смоли. Евгений Смоли, если ты смотришь этот ролик, это видео. Большой тебе привет, спасибо за футболку. Топ, что я могу сказать. Эти парни нам еще денег должны. Так что, ну, потом, в общем. Какие мысли могут закрадываться в голову путнику, друзья? Да самые разные, отвечу вам я. И тут какой-то мог бы уже получиться стих, но я еще не притих.
В общем, иду, выхожу уже из села Суворово. По левую руку у меня здесь кладбище. Мысли самые разные. Асфальт, конечно, здесь обычный. Но в начале, когда я только сошел с трассы, вот именно разогретый солнцем, это пахнет смолой. Вот как, знаете, как свежеукладенный асфальт. Уложенный. Да, нравится, прикольно, классно. Ну вот в этом что-то есть. Кто бы что ни говорил, но в этом что-то есть. Иду. Да, теперь-то я все вспомнил. Что-то вспоминается. Теперь мне понятно стало. Вы знаете, почему со мной происходят вот эти вот ситуации? Я пытаюсь восполнить свои пробелы жизненные. Когда-то мы с батей сюда приезжали, тут весовая была. Вот это, мы так называем, ТОК, да, или тракторная бригада. Как там еще ее можно назвать. И вот здесь есть веса. И помню, мы приезжали на веса. На весы. Блять, не знаю, как сказать. Вот. Да. Теперь я понял, откуда я зашел, куда вышел. А в детстве, знаете, оно все кажется, ну не то чтобы в детстве прям раннем, а такой довольно-таки школьный возраст, уже взрослый. Оно все кажется каким-то стертым, смытым. И у меня в жизни так складывалось, что я постоянно что-то, ну не то чтобы путал, но всегда хотел разобраться в географии. Мне она всегда нравилась. Валентина Семеновна, уважение вам, честь и хвала. Было интересно. Мы учились как могли интересно. Возможно, это обращение нужно было произносить без очков. Ну, вы же знаете, у меня глаза честные. Вот. Вот так выглядит панорама прям вокруг. Немного поснимаю себя с этой стороны и с той. И я хотел восполнить вот эти пробелы. Как-то мне непонятно было, откуда мы заезжали, откуда приезжали. Как-то вот добирались с места на место, с точки А в точку Б. А вся вот эта жизнь, которая была между этими точками, жизнь, подчеркиваю, она проходила как-то мимо. И вот у меня в жизни это создало некий дефицит. Дефицит и, так сказать, как, знаете, как битые пиксели у монитора или невосполненные какие-то участки памяти на жестком диске. Определенные чувства внутри меня это вызывает. Сложно будет передать вам, да, но я пытаюсь как-то рассказать и приукрасить это. Ну, не то чтобы приукрасить, а просто подать это более-менее интересно. Вот я вышел за конец села, и здесь абсолютно никого нет. Нет, понятно, что где-то в домах люди есть, но все равно. Вот эта атмосфера свободы, друзья, вот здесь это, знаете, как в Штатах, когда мы смотрим фильмы какие-то, ну там роуд-муви или любые другие, которые связаны с дорогой, с какими-то путешествиями, мы всегда видим какие-то дома одноэтажные, бусики, люди отдыхают, люди живут, и для них это кажется, ну, село, типа село для американцев, да, тех, кто живут в больших крупных городах. Вот, по сути, вот это наше село. Это та же Америка, только здесь. Это та же Америка, только здесь. И на распутье этих дорог я увижу знак. Я увижу свет. Он покажет мне, что бесконечности этого мира нет. Друзья, вот оно распутье, вот она развязка. Не буду снимать автомобиль. Но мне строго на восток. Друзья, кому на юг, пожалуйста. Вот то, что вы видите,
Говорите за это спасибо, потому что вы можете видеть. И на распутье этих дорог я увижу знак, я увижу свет. Он мне скажет об одном, что бескрайности. Он мне скажет об одном, что границ для понимания и жизни свободной просто нет. Их нет. И никогда и не было. Черным по белому. Идем. Друзья, среди этих прекрасных полей, этой свободы, которая нас окружает, я хотел бы зачитать вам отрывок из стихотворения. Не страшно вблизи то, что часто пугает нас издали. Там тоже глаза, голоса, огоньки сигарет. Немножко обвыкнешь, и скрип этой призрачной пристани расскажет тебе, что единственной пристани нет. Sneakers. What is this? А? Преисполнился. Увы, невозможно передать, друзья, что может чувствовать человек, когда ты просто идешь. Ты просто идешь. Там ничего, поле, подсолнухи здесь радуют, да? Вот прекрасно. Вот никогда, наверное, не фоткался в подсолнухах, но да. Внутрь сюда не стал заходить, там с краю сфоткался. У меня просто путь, у меня просто цель. Нам нужно вот туда, друзья. Ты просто идешь, и много мыслей в твоей голове. Иногда их нет, иногда ты смотришь под ноги. Ты просто идешь, ты делаешь себе цель, ты проверяешь себя, ты проверяешь свои силы, выносливость, свое слово, которое ты дал сам себе и сказал: я смогу. Вот я просчитал, я смогу, я сделаю, да? Другой жизни, возможно, и не будет. Когда, если не сейчас? Сколько мы можем откладывать на потом? Сколько мы можем думать, что когда-то там? Подумайте об этом. Блин, в какой же мы живем? В какой же матрице мы живем? В каком же неведении мы живем? Многие люди просто сама это... Не попробуешь, не узнаешь. Я просто иду. Я просто иду. Потому что так надо. Так надо. Так, друзья, товарищи, в общем, я уже прошел больше половины, можно так сказать. Или половину, плюс-минус. Вот такая вот сафоровая посадка. Здесь гоняют стадо, видите, следы. Овцы тут пасутся, копыта. Может быть, кто-то из вас, друзья, задавался вопросом, что же это такое за сооружения-то такие. И вон там, наверное, уже нету, убрали. И вот такие вот огромные поля, друзья. Вот такие вот огромные степи, на которых работали наши бабушки, дедушки.
наши родители. И вот эти сооружения, это не что иное, как полив был. То есть раньше поля все орошались. И вот это было, значит, стояли здесь гидранты, а это были такие бассейнки, через которые уже выливалась вода, так сказать, на поле. Вот. Поэтому вот так все и было. Вот так эти бетонные сооружения здесь и сохранились. Никто их не выкидывает. А вот тут у нас, возможно, осы. А возможно, нет, но проверять я, конечно же, не буду. Значит, потихонечку иду. Камера у меня уже садится. Вот. Сейчас покажу. Кто узнает местность, тот узнает. Вот нам нужно вот туда. Это так называемая иника. Мы ее так называем, да. Происхождение, кто знает, напишите, почему так называется. Какая-то, может, речка текла. Не знаю. Не скажу. Информацией особо не владею вот этой. Значит, сейчас я иду туда. Вот. Чтобы по прямику не идти по полю попаханному. Ну, как бы некрасиво, во-первых. Во-вторых, сложно. Поэтому обхожу. Там у нас перевалочный пункт, так сказать. И уже начинается наша территория. Ну, как наша. По сути, это, я не помню, наши это поля еще или это суворовские. Вот. Может быть, наши, не уверен. Или Ника это как раз граница. Вот. А там уже начинаются наши поля. Вот. Ну, батя мой лучше, конечно, знает, в этом разбирается. А я всего лишь кто. Понятное дело. Вот. Поэтому иду. Друзья, ну вот та самая иника. Почитаю еще за нее. Постараюсь рассказать вам. Вот там насосная станция, как я понимаю. Были шлюзы, перекачка. И вот тут вот так эта вода шла аж туда. И поля орошались. Ну, мне вот сюда. И так вдоль вот этой посадки прямиком я как раз попадаю в свою точку назначения, а именно домой. Путь продолжается. Все, друзья, в общем, и Ника, так сказать, да, осталось уже у меня позади. Значит, вон оттуда я пришел, сделал немножко петлю, чтобы не напрямик через пахоту. Ну, собственно, вот это мои родные края уже, так сказать, да, снова. Ну, а я иду. Нормально себя чувствую на самом деле. Мизинцы немножко, но я их пластырями уже обмотал. И голеностоп, чувствуется, что устал. В принципе, больше ничего особо не беспокоит. Но нужно учитывать тот факт, что я еще 13 километров, ну 14 где-то, плюс-минус, где-то так, по городу прошел. То есть, ну, рюкзачок был небольшой.
попробовал себя, замерил маршрут специально, чтобы, так сказать, проверить. Вот получаем результат. Результат имеется. Ни в коем случае не используйте обувь, которая вам тесна, мала и особенно новая. Обувь должна быть качественная. За что спасибо Николаевичу за его совет. На мне кроссовки от X-Step Fearless. Вот. Такие уже не смог найти. Но они крутые. Николаевич, спасибо. Так как телефон сел, уже снимаю на телефон. Вот здесь можно видеть посев полным ходом. Близко не хочу подходить снимать. Ну, чтобы, знаете, мужики к такому не привыкли. Это уже засевание идет на зиму, скорее всего. Ну, насколько мне понятно это и вообще, я думаю, что это, ну, это сеялка больше. Такого ничего не может быть. Сухую землю сеем. Вот так-то. Ну, кто из местных узнал, тот узнал, да. Знаете, вот они на меня посмотрели, вот представляете, насколько между мной и ребятами разница, да, то есть я не говорю, что кто-то хороший, кто-то плохой, нет, сейчас, чтобы не было никаких мыслей вообще даже в эту сторону. Я просто смотрю и понимаю, насколько тяжел этот труд земельный, да, а я тут иду с рюкзаком, турист какой-то там, да, для них в их понимании, ну, я в свое время когда-то тоже вот так смотрел на путешественников, на туристов, на велотуристов и вообще не мог понять, кто эти люди, понимаете? А сейчас я стал тем человеком или я всегда им был, просто сначала я был в голове, а сейчас в реальности. Наверное, так, друзья. Каждый путь по-своему трудный. Вот так. Ну что, друзья, близится финал. А час победы так сладок. И вот здесь небольшая балочка. Нет ветра, и я решил записать видео и немножко рассказать вам о своем самочувствии. Значит, после тракторной бригады, ну, кто знает, да, точнее, километр назад, будем проще говорить. По ногам состояние следующее. Чувствуется усталость, чувствуется уже некая боль где-то в мизинце. Ну, у меня еще и пятка побаливала. Вот, поэтому правая, непонятно. Либо я на что-то наступил, либо подвернул, неизвестно. Я не помню, что произошло, что случилось. Перерывы я не делал, ну, только вот пластырь одел на мизинчик, на правую ногу. На левую у меня был с самого начала, то есть еще в городе, в Одессе я, значит, перебинтовал его. Не перебинтовал, а пластырем заклеил. Ну вот сейчас иду. Остались буквально считанные километры. Вот так это видно. Но это уже родные края. Тут мы с батей не раз ездили, не раз катались. Я помню, вот в эту посадку мы заезжали, заворачивали. И вот там на углу размыто немножко от воды. И я помню, не переключился, скорость не сделал поменьше и немножко днищем, так сказать, черканул. Ну, за это, естественно, был не приговорен к казни, конечно же, нет, но слегка повышен голос был на меня в ту минуту, в ту секунду. Это так, к сведению, то, что помню.
когда прохожу, вспоминаются вот такие моменты. Чаще всего так оно и бывает. Ты идешь, просто смотришь под ноги, вокруг. Ну, как бы вот жаждал когда-то давно. Сейчас, ну, дорогая ложка к обеду, не знаю. Свобода есть, все есть, классно, прикольно. Ну, какой-то остринки нет, чего-то такого вот, будто я это делал уже 1000 раз. Будто это что-то обыденное, что-то каждодневное, какое-то бытовое, какая-то бытовуха. Не знаю, такое чувство у меня складывается. Вот. Хорошо себя чувствую, нормально все. Продолжаю идти. Осталось немного. Хочу уже есть. И вот уже, друзья, виднеется церковь. Дорогая, любимая, вот она беленькая. Там вышка. Вот эта дорога домой. Вот. Это первая посадка наша, так называемая. Ну, кто знает, там бассейнка 6-метровая, да. Купались мы там. Вот тут проглядывается озеро Китай, немножко видно. Кто-то, может, задается себе вопросом, все это видео, для чего я это все делаю? Смысл всему этому? Друзья, потому что хочу и могу. Чтобы на исходе лет я не жалел о том, чего не сделал. Спасибо всем за просмотр, друзья. Спасибо, что подписываетесь на мой канал, ставите лайки, пишите комментарии. Я благодарю вас, что вы со мной вместе со мной и, короче. Спасибо. В общем, контент делаем. Дом. Дом — это вся планета. До скорых встреч.